Приветствую, друзья! Недавно ко мне в руки попали новые гибридные наушники CCZ Plum. Для любителей музыки они могут быть интересны сразу по нескольким причинам. Первое, это, конечно, их броский внешний вид. Они невероятно яркие, блестящие, в ушах выглядят словно дорогие украшения. Вторая причина, собственно, это их звучание. Это тот редкий случай, когда наушники влюбляют в себя с первого трека и заставляют заново переслушать свою аудиоколлекцию. Наушники CCZ Plum — это качественные гибриды, мощные басы, быстрые ударные здесь обеспечиваются двойным 10-мм динамическим драйвером, а за детальность в средних и высоких частотах отвечают по 4 балансных арматуры, эксклюзивно изготовленных для CCZ. По паре излучателей CCZ IF-A, которые отвечают за средние и высокие частоты, и еще по паре CCZ High-A, которые заточены исключительно под высокие частоты. Собственно, давайте посмотрим на комплектацию. О бренде CCZ я слышу впервые, это неудивительно, ведь на текущий момент в компании выпускают всего две модели. Бюджетный CCZ Coffee Bean с классическим 10-мм динамическим драйвером для меня не представляет интереса. Дешевыми ушками завален весь AliExpress, а вот гибридные CCZ Plum заинтересовали своим дизайном, характеристиками и в том числе весьма высокой ценой. И они оказались крутые, настоящая темная лошадка. Как видим, упаковка здесь весьма необычная, судя по всему, ориентирована на внутренний рынок. Возможно, даже правильно держать так. Кто эти иероглифы поймет, но судя по характеристикам, все-таки я держал правильно. Здесь у нас все очень кратенько описано. Для удобства продублирую на экран полные технические характеристики с официального сайта. Вы можете их наблюдать. А мы посмотрим, что внутри. Внутри у нас под цветной обложкой находится такая привычная коробка из черного картона, которая открывается вот таким вот образом, как шкатулочка. И здесь, собственно, внутри в бархатных нишах, словно драгоценности, были расположены наушники. Они же у нас разместили 5 пар, 5 сменных насадочек от KBR. Потянув за ленту, вы получите доступ к основному отделению. Здесь уже немного так неаккуратно, потому как я уже многократно этим всем пользовался. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть, естественно, был шнур уже подключен. Есть также такая вот сумочка, есть небольшая инструкция, еще пара дополнительных насадок. Это уже стандартные насадочки от CCZ. Есть протирочка, чтобы ухаживать за внешним видом, щеточка, чтобы очищать наушники, и еще пара переходничков, пара сменных переходников под различные штекеры. Давайте так посмотрим все понемногу. Сумочка удобная, вместительная. Это у нас кожзам, естественно, не кожа. Внутри такая вот бархатом пошита. Можно свободно разместить те же наушники с кабелем и какие-то дополнительные аксессуары. Например, сменные насадочки. Крышка здесь фиксируется при помощи магнитов, то есть все очень просто. Единственная цель данной сумочки — это просто сохранить ваши наушнички в максимально презентабельном состоянии. Так, про кабель стоит, я думаю, поговорить отдельно, потому как кабель здесь очень качественный. Он двухжильный, 6N типа из монокристаллической меди, это с плотной тканевой оплеточкой. Он не подвержен к спутыванию и отлично выглядит. Есть здесь такой вот разделитель, он оформлен в виде бусинки. Очень удобно. Штекер металлический, добротный. По умолчанию используется балансный штекер с интерфейсом 2,5 мм. И также, как я показывал, есть переходники для популярных аудиоразъемов. Это 3,5 мм и 4,4 мм. То есть такое вот решение позволяет использовать наушники вообще с самой разнообразной аппаратурой. Допустим, если вы хотите послушать музыку с телефона, вы используете переходник на 3,5 мм. Да, получается это несколько громоздко, но зато вы можете слушать вообще
из любого источника музыку. Так, ну и посмотрим еще раз на внешний вид наушников. Золото можно любить или нет, но относиться к нему равнодушно невозможно. То же самое можно сказать и про дизайн CCZ Plum. Наушники точно будут привлекать внимание окружающих, ведь они сами по себе как украшение. Корпус цельнометаллический со специальным покрытием. На внешней стороне дизайнеры сделали интересные вот такие вот форменные вставочки. Сама форма корпуса, если перевернуть, то вот можно наблюдать, что она соответствует внутреннему строению уха. Поэтому посадочка у наушников получается идеальная. Второй тоже посмотрим. Однозначно стоит поэкспериментировать с насадками. К примеру, стандартные насадки CCZ. Это вот такие вот серенькие, однородные. Они мне не зашли. И когда я уже поменял их на KBR, вот, которые цветные, я вот сразу кайфанул от объемного пространственного звука, мощных низких частот. В общем, по размерам я поигрался и подобрал вот такие вот светленькие с черным сердечником. Благодаря анатомической форме и правильно подобранным насадкам я получил идеальную посадку и отличную шумоизоляцию. Наушники садятся как родные. Также отмечу качественные заушины с плотной термоусадки, то есть она хорошо держит форму, и дополнительно самое главное, что мне не пришлось ничего подгонять. Коннекторы здесь, кабель съемный, коннекторы у нас на 0,78 мм. Посадка достаточно глубокая, поэтому сами выпадать точно не будут. Звуковод здесь крупный, прикрыт металлической сеточкой. И из-за того, что он такой вот крупненький, да, то стандартные насадки, вот эти вот серенькие KBR, ну и также те, которые вот подобного плана с мягким сердечником, они будут одеваться весьма проблематично. А вот как бы с насадочками KBR вообще никаких проблем нет, они меняются и натягиваются в 2 счета. Ну, собственно, сейчас вы можете видеть на фото, как смотрятся наушники в ушках. Ну а теперь попытаюсь описать свои впечатления от звука. Это, конечно, очень сложно, так как восприятие у всех разное, собственно, и слух. Но, возможно, это хоть частично поможет оценить модель. Наушники очень музыкальные и сбалансированные, подходят для абсолютно любых жанров, в том числе и сложных. Я начинал тестирование с современных жанров вроде транс, дип хаус, и потом перешел в симфоник метал и пауэр метал, закончил джазом. Абсолютно все направления играют как нужно, наушники делают с музыкой какую-то магию, и она начинает звучать более живо, задорно и, главное, точно. В треках, которые я слушал уже много раз, начинают появляться новые детали, на которые я просто раньше не обращал внимания. Но это палка о 2 концах, так как в некачественных записях я стал больше обращать внимание на брак сведения или артефакты сжатия. Это особенно заметно, если вы слушаете MP3 с низким битрейтом. Разборчивость удивляет. Я стал слышать отдельные инструменты, которые обычно сливаются в общую кашу. Если провести аналогию с напольной акустикой, то это как если послушать правильно настроенную систему звучания 5.1, где, например, какой-нибудь инструмент может быть слегка выделен, и вы точно можете сказать, с какой стороны он играет. Все, что касается позиционирования звука, здесь все отчетливо ощущается. Сцена широкая. Ну и буквально пару слов о частотных характеристиках. Низкие частоты здесь ощутимо приподняты, ударные мощные, но при этом быстрые и хлесткие. А басы приятно обволакивают звук, делая его более теплым и объемным. Средний спектр частот слегка приглушен, но без особого фанатизма. Хорошо ощущается текстура звука, мужской и женский вокал звучат естественно. Здесь вот производитель как раз и попытался добиться той самой музыкальности, несколько пожертвовав микродетализацией. Высокие в наушниках очень хорошие, они четкие, они звонкие, хорошо детализированы и при этом не вызывают усталости. Визуально АЧХ можно оценить на графике, предоставленном производителем. Итак, что же представляют из себя CCZ Plum? Это невероятно всеядные универсальные наушники, способные заменить меломану целый ворох узконаправленных моделей.
Ну, к примеру, зачастую бывает так, что одни наушники хорошо играют рок, но для попсы не подходят. Или наушники с мощным битом, да, для современных стилей, но абсолютно бесполезные в акустической или классической музыке. Здесь же есть все. Я до сих пор в шоке от того, насколько классно ушки отыгрывают абсолютно любые жанры, будь то лайв-запись саксофона или альтернативные направления металла. В них все звучит как-то оптимистично, как-то с теплым оттенком и хорошим объемом. От такого звука уши не устают и хочется слушать еще и еще, качая в такт головой, а если нет никого рядом, то и пританцовывая. Да, наушники CCZ Plum нельзя назвать доступными, перед нами уже классический средний сегмент. Такие наушники может позволить себе далеко не каждый. И это скорее всего выход для тех, кто уже устал перебирать бюджетки и хочет по звуку выйти на уровень выше, причем с первой попытки. CCZ Plum это еще не аудиофильский уровень, но уже очень близко. Для продвинутого меломана в самый раз. Очень классный по звуку. Спасибо за внимание, с вами был Злой, подписывайтесь на канал, до новых встреч.